Поехали. Всем привет, дорогие друзья! Мы на медиа-дне Нави Dota 2. Рядом со мной Алик, он же Витюн, керри команды Нави. Еще тут заходят многие люди, потому что мы находимся на буткемпе, и, в принципе, тут все очень оживленно. Привет! Всем привет! Хотелось немножко поговорить, а может быть, немножко о тебе. Мало информации, хотелось, чтобы познакомились фанаты Нави с тобой. Расскажи немножко о себе. Как ты начинал играть в Доту, во сколько лет, с чего, может быть, не с Доты все начиналось? Ну, это банальная история. Я сначала особо Доту не любил. Потом, как обычно, одноклассники позвали поиграть, и мне просто понравилась игра. Я играл в нее очень много. У меня даже компьютера не было толком нормального. Я где-то полгода играл на FPS 10, но все равно меня слишком зацепила игра, я играл. Ты ходил в клуб куда-то? Нет, я не ходил в клуб, у меня был свой компьютер, и я играл на 10 FPS где-то полгода. Потом просто какой-то легкий компик собрал и уже понял, что хочу больше играть, чем обычно, и становиться каким-то профессиональным игроком, что ли. Просто понравилось. И как начался твой киберспортивный путь? Потому что у нас вот рассказывают все старое поколение о том, как они там за девайсы играли в компьютерных клубах. Было поначалу бедно, скажем так. Что происходило у тебя, потому что ты уже представитель нового все-таки поколения? Как начиналась киберспортивная карьера твоя? Да, я просто играл, как и все. Обычно много пабов, набивал себе рейтинг. Потом в какой-то момент вот меня заметил Илья Лил и Генерал. Это вот моя первая, наверное, киберспортивная команда, прям серьезная. У нас, правда, это не совсем получилось, но вот я уже думал, что все, как бы не буду уже играть, потому что никто не звал, и надо было уже поступать в институт в тот момент, и надо было решать, учеба или игра. Я выбрал учебу, но потом, когда вот в конце меня позвали, я ощутил эти эмоции вот внутри команды, то, что это то, что мне надо. И я понял, что хочу этим заниматься. То есть ты поступил, потом поиграл и понял, что нужно ливать из нее? Да. А на кого поступил? На юриста. На юриста. Вот мир потерял юриста, приобрел прекрасного дотера. Не было ли у тебя, допустим, проблем с родителями или внутренних каких-то еще конфликтов и сомнений, когда ты понял, что ты хочешь становиться профессионалом? Было очень много конфликтов с родителями по поводу этой деятельности, когда я особенно уходил с универа. У меня забрали компьютер, но потом через 2 месяца мы договорились на условиях, что если у меня ничего не получается, там в течение какого-то времени я поступаю и заканчиваю учебу. И все начало получаться? Да. Как дальше развивалась история? Вот ты играл с Генералом или... Ну, меня позвали в организацию Ахен, тогда я играл. Ахен City Esports. Да, со скрином. И там уже как бы получил уже первую зарплату. Родители уже видели, что это не так бесполезно, как могло быть, и дали добро. Ну, то есть там не особо я много опыта набрался, но это просто дало мне толчок, чтобы я мог спокойно развиваться в этой Это же сфере. европейская вообще организация, да, какая-то? Я помню, мы смотрели квалификации с вами и начали прям гуглить, это город в Германии. Да, это немецкая организация. Но там сначала у нас было 3 европейца, и мы со скрином 2 из СНГ, но потом все переросло, что у нас 5 СНГ игроков было. То есть вы коммуницировали на английском языке? Да. Сначала? Да. У тебя хороший английский? Ну, в доте, да, на тот момент, да. Это пригодится в жизни 100%. Как дальше все развивалось? Вот ты уже начал ощущать, что пошла вот киберспортивная карьера, что пошел вот этот вайб весь спортивный? Ну, сначала, да, у нас на самом деле мы хорошие результаты показывали до поры до времени. Было на самом деле много надежд. Мы прям вот очень хорошо и стакались, и играли. Но потом в какой-то момент, когда вот мы хорошо отыграли 2 квалификации, после чего-то начался то ли зазнались как игроки и стали меньше мотивации, что ли, меньше трайхардить, и все. Команда уже перестала показывать результаты, и все плохо пошло. После этого я просто играл в пати, ну, тогда пати ММ вышел. Как мое знакомство было со сферой продоты, потому что до этого я ни с кем не был знаком, абсолютно. И после этого там, меня позвали в ХР. У нас там что-то получалось. Мы там на миноре даже неплохо выступили. Я не помню, топ-4, по-моему, да, заняли. Но после этого у нас там были свои проблемы, и уже было понятно, что играть вместе не будем. Оглядываясь назад, ты можешь назвать, может быть, у тебя был какой-нибудь наставник, кто-то из игроков, кто действительно там всегда помогал тебе каким-то образом, или в начале твоего пути был особенно полезен для тебя, или какие-то твои близкие друзья? Нет, такого не было. Я просто помню, что в один раз какой-то, я не помню даже его ник, продотер сказал, что не стоит смотреть, там, как играют остальные проигроки, потому что у них свой майндсет, и они делают это со своей идеей. То есть ты, если будешь скопировать, это не будет у тебя получаться.
Ну, получается, сам. У меня не было никакого наставника, никакого тренера, просто вот сам играл много пабов и пытался развиваться. Ну, то есть, исходя из этой логики, у тебя не было никого, на кого бы ты равнялся, условно, какие-нибудь керри, за которыми ты наблюдал и думал, блин, вот надо так. Нет, не знаю, к сожалению или к счастью, я не смотрел вообще ни за кем. Никакие реплеи, ничего, я просто играл. С прошлого года только начал немного следить за какими-то керри, и то из Китая, из Китая, потому что, не знаю, там просто интересные билды, интересные идеи, интересная мета. Мне просто нравится за ними следить. И дальше, вот после Hellraisers, мог бы ты назвать, что Hellraisers уже был опыт киберспортивный около тир-1, около тир-2, то есть что-то уже серьезнее, уже так... Да, в Hair я получил много опыта в плане коммуникации и понял, что это самое важное. Что как ты ментально подходишь к играм, вот после лана, особенно на миноре. Все зависит от того, что у тебя в голове. То есть если ты с холодной головой подходишь к играм, ты будешь намного лучше показывать себя, чем если ты там на нервах. Неважно, как ты играешь в пабах, неважно, ты там 20-0 бегаешь каждую игру. Если ты приходишь на официалку и нервничаешь, ты будешь в 2 раза хуже играть, чем обычно. Ну, звучит это круто, но как действительно этого достичь? То есть как вот оставаться с холодной головой? Ну, ты можешь, не знаю, сам готовиться к этому. Просто вот, перед игрой, там, за день до игры ты можешь как-то себя настроить психологически, чтобы ты не волновался, там, не нервничал, расслабиться максимально. И вот ты пришел в FTM. Давай поговорим, как ты попал к ребятам и как начинался твой путь именно в этой команде. Ну, Fly хотел со мной еще играть. Меня звал еще до HR, наверное, я не помню. Или после HR. До HR звал, но я, отказался. Все Флаю отказывали. Витя говорил, что отказывал постоянно Флаю. Ты отказывал. У меня было просто мало опыта, то есть и я не знал, кто какой игрок вообще, то есть я не понимал, кто какая личность, с кем мне будет удобно играть, с кем-то это. И я, очевидно, выбирал то, что мне выгоднее, условно. Там организация, мне это было тоже выгоднее. Плюс там, игроки, с которыми я был знаком. И поэтому мне было легче там начать. Потом я попал в B8, то есть я согласился играть с Дэнди. У нас там тоже не получилось. И вот в конце меня тоже после этого звал Fly, но перед этим позвали Winstrike. Winstrike — это тоже организация, и там игроки, с которыми я был больше знаком. Поэтому я согласился с ними. Но я не сказал бы, что это плохой опыт. Это был, наверное, опыт, который меня прям толкнул согласиться Флаю, дать согласие Флаю. Нет, не дать согласие Флаю, а... после этого, да, конечно, дать согласие Fly, но перед этим я очень много опыта получил в плане коммуникации и как ментально себя правильно настраивать перед играми, что делать, как общаться в игре, как общаться на равных условиях с игроками, чтобы не было, что я там ставлю кого-то выше себя и там слушаю его и так далее. Ну и вот ты пришел в FTM, и ты уже давно, в принципе, находишься в составе. Расскажи, видишь ли ты прогресс команды, и видишь ли ты развитие, и что вы идете к своей цели? Да, конечно. Когда мы начинали, у нас сначала не совсем получалось, но потом мы приходили к своей мете, к своему стилю игры. У нас вообще все сначала было хорошо. Потом там проблема с Алохой случилась, когда он потерял мотивацию играть. И это немного нас, так сказать, замедлило в развитии. Но до этого все хорошо. Сейчас мы тоже нашли Роджера. Нам так повезло, что он был фри-агентом. С ним у нас сначала тоже были трудности, но сейчас мы уже щупаем свою игру, нащупываем и хорошо играем. Ты уже пару раз сказал об организациях, о том, как для тебя это было важно. Как ты отреагировал на то, что FTM перешли полным составом в Нави? Потому что Нави — это, очевидно, крутой клан-тег и все такое. И, в любом случае, не знаю, казалось бы... я, допустим, когда перешла в Нави, мне было очень приятно. А тебе? Да, это приятно в любом случае, когда у тебя такая, наверное, организация за спиной, это хорошо всегда. Прям радости нет, потому что я не такой, что прям радуюсь, ура, я в Нави, там, или в каких-то OG, Secret. Все зависит от того, с кем ты в команде. Все зависит от людей, с которыми ты играешь. Опять же, нужно оставаться хладнокровным, как ты сказал, во всех эмоциях, по всей видимости. Можно и так сказать. Хорошо, расскажи, чем ты занимаешься, не только на буткемпе, а вообще в целом. Хобби какие-то у тебя есть по жизни? Может быть, не только компьютерные игры. Раньше я занимался либо танцами, либо ходил на вокал. Так, секундочку, танцы и вокал. Это подходит нам для медиа-отдела. Да, какими танцами занимался? Брейк-данс, хип-хоп. Круто. Но с вокалом немного стало лень, потому что там слишком долго надо
Ну да. трайхардить, и я как-то забил. Вот как Дота раз, проще. это вот как раз вот, когда я перед тем, как я начал играть в доту, занимался танцами, но потом дота меня слишком сильно зацепила, что я даже перестал ходить на них. И так все. Пока я сейчас фокусирован только на доте. Ну, то есть, в принципе, ты творческая личность, насколько я понимаю. Ну, Ну, в какой-то это степени да. очевидно. Круто. Будем надеяться, что мы увидим это твое творческое проявление и дальше. Мы в Нави, знаешь, любим такое, мы к этому готовы. Расскажи, как буткэмп тебе дается? Это не первый твой буткэмп в жизни? Да. Как все идет у вас с ребятами? Ну, буткемп совсем не душный. Все, на удушающий. Все ребята настроены на позитив, все настроены работать, все у нас хорошо здесь. Круто. Спасибо тебе большое, удачи на ближайших турнирах, и чтобы у вас все дальше хорошо было на буткемпе, он не становился Спасибо. душным. Спасибо вам, ребят, за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, в любом случае нам всегда их приятно читать, а если хороший, то еще лучше, да? Да. Всем пока! Пока.